Привет, меня зовут Михаил, и я очень люблю еду. Блюдо, которое я буду готовить сегодня, я отношу к топ-10, если не топ-5 своих самых любимых блюд. Я, наверное, мог бы есть каждый день, ну или хотя бы раз в неделю, если бы оно не было таким жирным и совсем-совсем не полезным. По сути дела, я сегодня буду делать рисовую кашу, которая за счет добавления в нее большого количества масла, сыра, костного мозга, шафрана превращается совершенно чудесным образом в великолепное блюдо, которое называется ризотто алла миланезе. Я вам покажу сегодня, как делать правильное ризотто, а не то, что нам иногда продают как ризотто. Ну что, готовим? Значит, основа любого ризотто – это рис. Я, на самом деле, собирался готовить из арборио, который сейчас продается у нас в Москве практически везде. Но мне повезло, и мне подарили акварелло. Я считаю, что акварелло – это лучший рис для ризотто. Он выдержанный в течение года, 3 лет в специальных хранилищах. И приобретает совершенно фантастическую консистенцию. Великолепно впитывает соус, бульон и ризотто из акварелла. Это не арборио, это карнелоне, да, это великолепный рис для ризотто. Дальше у меня мозговая косточка. Ну, я ее добывал мучительно и сложно. Вот идиотом себя чувствуешь, да, когда вот ковыряешься с этим и получаешь добычу примерно такая. 100 грамм, я возьму половину от этого количества, будет вполне достаточно для наших целей. Лук, бульон, который я, собственно говоря, сварил из остатков костей, из которых добывал костный мозг. Сливочное масло, сыр. Я использую грана падано итальянский, да, мы используем весь этот кусок, здесь где-то грамм 150. И шафран. Короче, на той неделе был в Стамбуле, ходил на базар, и теперь я счастливый обладатель великолепного иранского шафрана. У меня целых 6 граммов. Я буду постоянно с этим готовить, скоро буду делать ризотто, потом, наверное, сделаю плов. Стоит безумно, но это просто вообще такое счастье там. Просто не сравнится ни с испанским, ни нашим среднеазиатским. Поэтому, если у вас возможность есть купить иранский шафран, обязательно это делайте, хотя стоит это достаточно дорого. Ну еще нам потребуется белое вино. Ну что, начинаем, да? Сначала я беру и ставлю прогреваться отдельно костный мозг, потому что я не уверен, что нету каких-то там вкраплений и так далее. Я не хочу, чтобы у нас там что-то хрустело потом на зубах. Поэтому на медленном огне я ставлю греться костный мозг. И ставлю греться бульон. Бульон я разморозил из того, что я приготовил. Сейчас я покажу, как это выглядит. Это выглядит примерно вот так. То есть у меня в каждой емкости примерно по 550 граммов. Соответственно, когда нужно, размораживаете и готовите. Бульон также ставим на огонь, чтобы он согрелся и был готов. Отрезаем попку. Разделяем пополам. Теперь берем, снимаем кожуру внешнюю. И я обычно снимаю один слой. И у нас получаются такие 2 половинки. Раз и 2. При этом за счет того, что мы не отрезали эту часть, она все держится вместе. Теперь берем, надрезаем. Раз, 2. Не до конца. Раз, 2, 3, 4, 5. И теперь у нас прям лук режется сам собой, при этом никакой ни каши, ничего нет, да? Ничего не разваливается в руках. Одна готова. Точно так же делаем вторую. Мозговая косточка у нас практически расплавилась. Бульон у нас теплый. Я должен заварить шафран. Поэтому я из этого бульона беру где-то грамм 100. И беру мой шафран. И здесь в этой банке изначально было 5 грамм. Сейчас осталось чуть меньше. Но мне нужно где-то, ну, не знаю, полграмма, наверное. Бульон у меня готов. Я снимаю косточку с огня. Ставлю бульон на самый-самый медленный огонь. И ставлю на огонь кастрюлю, в которой я буду делать ризотто. Я беру, ну, наверное, все 50 грамм, да, я беру сюда, бросаю, включаю огонь, сейчас она нагреется. И
добавляю лук. Я разрезаю сыр вот на такие две части, чтобы было удобнее. И так, это готово. Вот у меня примерно столько. И сейчас я дотру оставшийся сыр, чтобы ризотто было богато. И теперь аккуратно я добавлю растопленный мозг из кости. И сразу, как я только добавил мозг, сразу пошел совершенно другой, дивный совершенно такой аромат. Вот сейчас у меня лук начинает пассероваться. Нужно, чтобы он стал прозрачным. Заканчиваем с сыром. И вот как выглядит этот рис, он просто феноменальный. Не нужно ничего промывать. И обжариваем без добавления жидкости. Где-то секунд 30-40, пока рисинки не станут немножко прозрачными. Да, это позволит потом жидкости лучше впитаться в рис, и ризотто станет более прозрачным. Да, еще нужно о чем помнить. Ризотто мешается, считается, что нужно мешать ризотто все время в одну сторону. Я левша, поэтому я мешаю по часовой стрелке. Я думаю, что правше удобнее мешать напротив, но это дело вкуса каждого. Да? Почему это нужно, не знаю, но красиво звучит. Так, вот у нас рис становится таким более прозрачным, по крайней мере его внешняя часть. И первое, что мы добавляем где-то 100-150 граммов белого вина. Я использую херес. Мне херес нравится, потому что он дает немножко такой более ароматный вкус. Но при этом надо использовать нормальный херес, чтобы это не было просто сахарный сироп. Вот. Ну и теперь начинается такой спокойный медитативный процесс, когда мы смотрим, чтобы у нас не очень сильно кипело все это дело. Бульон у нас теплый. И убавляю еще немножко огонь, потому что кипит сильно. И смотрим, как только у нас заканчивается жидкость, выкипает и впитывается, мы берем половник и добавляем немножко еще жидкости. И так постепенно. В принципе, ризотто варится 15 минут, поэтому у нас есть это время. Теперь добавляем бульон с шафраном. И мы сейчас заметим, как у нас буквально через минуту 2-3 рис станет золотистым. Регулируем огонь, чтобы у нас постоянно шло медленное кипение, чтобы у нас не умирало все это дело, да, но чтобы при этом не было такого явного бурления. И помешиваем. Уже сейчас происходит волшебство, хотя еще не солил, не перчил, ничего. Мешаем и смотрим, как у нас постепенно рис впитывает воду. Добавляем еще немножко воды, бульона. И снова мешаем и ждем, когда то, что мы добавили, впитается, либо частично испарится. Прошло примерно 12 минут, и наступает такой ответственный момент, когда рис почти что готов. И сейчас главное его не переварить. То есть вот он уже, видите, он сильно увеличился в размере. У него сердцевина все равно такая непрозрачная. Рис аль денте. Поэтому нам осталось сейчас очень внимательно следить за количеством жидкости, которую мы добавляем. Потому что нам нужно сделать следующее. Нам нужно, чтобы когда вот эта фаза, когда рис будет готов и его не нужно больше варить, не было слишком много жидкости у нас в ризотто, да? Поэтому очень аккуратно, но это такой методом проб и ошибок все это делается, да? Но я думаю, что мы поймаем
тот момент, как нам нужно. Я думаю, что осталось варить примерно 3-4 минуты. После чего мы снимем рис с огня, добавим сыр, добавим масло, посолим, дадим ему 2 минуты постоять. Огонь. На самом деле, когда вы варите макароны или рис, у вас центральная часть, вот этот волосочек, должен остаться непроваренным как бы. И когда вы берете рис или макароны на зуб, он немножко прилипает. Поэтому называется аль денте. К этому немножко сложно привыкнуть, когда ты этого никогда не пробовал. Но на самом деле это как начать пить хорошее вино после говяного портвейна. Да? Первый раз кажется, что кисло, а потом понимаешь, что это просто совершенно другой мир. Попробуйте делать рис аль денте, вы получите огромное эстетическое удовольствие. Все, рис готов. Теперь мы можем доводить ризотто до ума. Начнем мы с того, что мы выключаем газ. И весь сыр, который есть, это примерно 150 грамм, может быть даже чуть больше, добавляем сюда. И не торопясь вмешиваем, чтобы сыр расплавился и превратился в эмульсию вместе с той жидкостью, которая у нас есть в рисе. Сыр исчезает, и цвет меняется на еще более насыщенный желтый, становится еще более шелковистым, богатым. Прям Милан, как мы его знаем. Вот смотрите, что получается. Прям просто красота. Пробуем. Уже лучше. Теперь берем масло. Если честно, ну, по крайней мере, 50 грамм, а лучше 75. Я говорил, что блюдо супер неполезное. Но холодным зимним или осенним вечером с красным вином в хорошей компании ему нет равных. Рис становится еще более, вот он, смотрите, он прям начинает течь и сочиться жиром. Сейчас это масло растает. Про консистенцию ризотто. Рис мы делаем аль денте, да, но это не значит, что он должен быть сухим. За счет там большого количества жира, масла и сыра у нас структура блюда получается достаточно расплывчатая. Если вам кто-то в ресторане подает ризотто горкой, знаете, это не ризотто, это кусок говна. Есть это не надо. Рис должен быть, вот он прямо стекает. Вот он. За счет этого жира и всего остального. У нас практически все готово. Мне осталось только проверить это на соль. Соль, конечно, необходима. Солим много. Не стесняемся. Соль – это лучший усилитель вкуса. Все, кто говорит, что соль вредна, вас обманывают. Соли должно быть такое количество, чтобы казалось, что вот еще чуть-чуть и будет пересол. Мешаем. Вот это просто огонь у меня получился. Пробуем. Еще немножко соли. А вообще ризотто удивительная вещь. Есть миллион вариантов. Помимо миланского можно делать примавера с горошком, со спаржей. Я обожаю ризотто с грибами. Есть люди, которые делают ризотто с кьянти. Я тут недавно пробовал ризотто с свеклой. Оно становится красное. Очень красивое, очень ароматное. Все, ризотто готов. Теперь мы его закрываем буквально на минуту. И мне кажется, что я и мои гости сегодня заслужили по бокалу красного вина. Ох, этот звук. Нормально, годится. Счастье, я считаю. Смотрите. И ризотто должен, или должно, не знаю, как правильно, если честно. Вот он начинает по тарелке растекаться, да? У нас нет этой кучи никакой. Вот теперь как в ресторане. Вот что у нас получилось. Раз.
2. Золото, богатство, Милан, я бы сказал, Дольче Габбана. Теперь наливаем вино. Это прям счастье есть. Вот на этом я с вами сегодня прощаюсь. Я иду с друзьями есть ризотто. Вам советую попробовать. Вы не пожалеете. Это просто вообще волшебство. Блин, как же я классно готовлю. Ризотто алла миланезе имеет интересную историю. Это блюдо не изобретение гениального повара, да, а результат косяка. Легенда гласит, что лет 400 назад, когда строился Домский собор, помощник одного из стеклодувов случайно смахнул плошку с шафраном в варящуюся рисовую кашу. В результате каша типа была испорчена, приобрела странный золотистый цвет, но при этом оказалась кашей с великолепным вкусом. Блюдо понравилось, ну, видимо, сначала заставили съесть помощника, да, потом блюдо всем понравилось, стало популярным в тавернах в Милане. Потом кто-то догадался, что можно добавить туда для улучшения вкуса костный мозг. И таким образом родилось известное нам сегодня ризотто алла миланезе, а именно ризотто с добавлением костного мозга и шафрана. Хотел сказать об этих вещах, да, можно их выкинуть, в принципе, здесь уже есть особо нечего, хотя в условиях тотального дефицита сыр очень вкусный, хороший. Многие люди добавляют корочки, когда варят пасту, и считается, что паста становится несколько более деликатной. Я не знаю, насколько это правда, я не очень в это верю.